Вы смотрите Climate Change о климате, катаклизмах, прочих стихийных явлениях и происшествиях на Земле. Очередная сводка новостей о событиях, которые происходили в прошедшие дни. На территории провинции Сычуань на юго-западе Китая в четверг, 16 сентября 2021 года, в 4:33 утра по местному времени был зафиксирован мощный подземный толчок. Китайский центр землетрясений заявил о магнитуде 6,0 балла. Геологическая служба США сообщила о магнитуде 5,4 балла. Жертвами землетрясения стали по меньшей мере 3 человека. Позже стало известно, что 60 человек получили ранения. 3 находятся в тяжелом состоянии. Эпицентр сейсмического события находился в 52 километрах к юго-западу от района Юнчуань в Чунцине. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. 1221 дом обрушился, более 3000 зданий серьезно повреждены. У некоторых домов от сотрясения вылетели оконные стекла, улицы усеяны обломками и мусором. Сильнее всего от стихийного бедствия пострадал город Лучжоу, где проживает около 5 миллионов человек. Туда прибыли тысячи солдат и спасателей со специальным оборудованием, медикаментами, машинами скорой помощи и тяжелой техникой. Для эвакуации в окрестностях города были разбиты палатки. Сейсмологи считают, что более серьезные землетрясения в ближайшее время маловероятно, но могут быть авторшоки. Станция высокоскоростной железной дороги Лучжоу временно закрыта. Все угольные шахты получили распоряжение властей прекратить подземные работы и вывести шахтеров на поверхность. Сильное наводнение прокатилось по некоторым частям штата Сабах в Малайзии после сильного дождя 15 сентября 2021 года. Также считается, что дождь стал причиной оползня, в результате которого погибли 3 человека. Видео, опубликованные в социальных сетях, показывают, что улицы столицы штата Кота-Канабалу затоплены паводковыми водами глубиной более 1,5 метров. Пострадали также районы Пенампанг и Путатан. Секретариат Комитета по ликвидации последствий стихийных бедствий Сабаха открыл 3 центра помощи на случай эвакуации. По состоянию на 15 сентября 68 человек из 27 семей были вынуждены покинуть свои дома. Между тем, считается, что проливной дождь стал причиной оползня в районе Пенампанг, в результате которого было разрушено как минимум 1 здание. Мать и 2 маленьких детей трагически погибли в результате инцидента. Остальные 3 жертвы, в том числе 2 детей, выжили. По районам Центральной и Северной Италии вечером 16 сентября 2021 года прошел шторм с сильными ливнями. В аэропорту Мальпенса в Ломбардии менее чем за 2 часа выпало 87 мм осадков. Улицы захлестнуло наводнение. Полиция и пожарные провели десятки спасательных операций. Спасательные команды помогали людям выбраться из транспортных средств, застрявших на затопленных дорогах возле аэропорта Мальпенса. На время шторма аэропорт приостановил работу на 2 часа. Подъездные дороги, подземные переходы и отдельные здания аэропорта были затоплены. Во время стихийного бедствия в аэропорт прибыли команды итальянской пожарной службы Vigili del Fuoco. При помощи надувных лодок не менее 10 человек были перевезены из затопленных транспортных средств в безопасное место. Несколько автомобилей почти полностью были покрыты паводковыми водами. Пожарные обыскивали салоны всех авто, чтобы убедиться, что в них нет пострадавших. Не менее 20 человек пришлось срочно эвакуировать после затопления грузовой зоны аэропорта. Сообщений о раненых не поступало. В южной части Милана также произошли наводнения. На южной части Гватемалы обрушились сильные ливни, вызвав наводнения и оползни в департаментах Сан-Маркос, Гватемала, Солола и Санта-Роса. Власти подтвердили гибель по меньшей мере 2 человек. Согласно информации органов управления, во время стихийных бедствий в Гватемале наводнение затронуло несколько жилых домов и повредило 2 моста.
Суровая погода затронула 11 799 жителей. 23 человека были эвакуированы из затопленных районов. Массивные оползни в Сибинале повредили 4 дороги. В муниципалитетах Сан-Антонио-Палопа, Сан-Лукас-Толиман и Санта-Катарина-Палопа в Сололе были затоплены важные автомобильные трассы. Потоп в департаменте Санта-Роса повредил более 70 домов. Национальная служба по уменьшению опасности стихийных бедствий Гватемалы сообщила, что с мая во время сезона дождей погибли 23 человека. Нормальная жизнь более 1 300 000 граждан была нарушена. В середине сезона дождей более 10 тысяч человек покинули свои жилища. Повреждено более 4000 домов, 118 школ, 205 дорог и 21 мост. На юго-западе Колумбии вышла из берегов плотина Вла-Махана, которая была переполнена с конца августа. Разлив произошел из-за высокого уровня воды в реке Каука, вызванного проливными дождями. Власти объявили красный уровень тревоги, поскольку под угрозой наводнения оказалось 500 тысяч человек. Ранее в результате наводнения пострадали более 180 тысяч человек в 39 муниципалитетах департаментов Антиокия, Боливар, Кордова и Сукре. Паводок повредил дома и тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий. Больше всего стихия затронула муниципалитеты Нечи, Антиокия и Сан-Хасинто-дель-Каука. В состав Ла-Моханы входит 4 департамента, пережившие тяжелые недели в 2010 году, когда в результате явления Ла-Нинья было затоплено около 20 тысяч домов, пострадали более 200 тысяч человек. До сегодняшнего дня флора и фауна на затопленных территориях полностью не восстановилась. В этом году есть вероятность 70%, что такое же разрушительное наводнение повторится с сентября по октябрь. Это вызывает огромную озабоченность в связи с приближением Ла-Ниньи. Крупный огненный шар был замечен над южной частью Испании 15 сентября 2021 года в 20:25 по Гринвичу. Явление длилось примерно 8 секунд, но его увидело большое количество наблюдателей. Высокая температура, достигнутая небесным объектом при попадании в земную атмосферу, вызвала возникновение очень яркого огненного шара. Он стал видимым на высоте около 91 километра над провинцией Бадахас. Метеор направился на северо-запад и погас на высоте около 22 километров над той же провинцией. Эксперты из Института астрофизики Андалусии считают, что космический осколок мог сгореть не полностью. Небольшая часть объекта, возможно, достигла земной поверхности как метеорит. Событие было зафиксировано метеорной сетью Юго-Западной Европы, а также станциями, расположенными в астрономических обсерваториях Альмерии, Гранады, Ла-Сагра, Лахита и Севилье. Наш выпуск подошел к завершению. А как погода у вас? Напишите нам об этом в комментариях. Мы благодарим вас за просмотр и комментарии. Оцените, пожалуйста, это видео, бейте в колокол и подписывайтесь на канал, если до сих пор еще не подписались. Будьте бдительны, не будьте равнодушными к окружающим и берегите жизнь. Выпуск озвучил Александр Тымачко специально для канала Climate Change.